Всем привет, на связи Денис. И сегодня мы рассмотрим ответ на вопрос Сергея Егорова, как сделать так, чтобы бас был слышен при прослушивании через смартфон, причем Lo-Fi, ну или подобные направления, родными плагинами FL Studio. Темп выберем 90, возьмем встроенные звуки. Добавим хэты. Отправим все это на микшер. Из закрытых хэтов я немножко подрежу низкие частоты. А у снейра я немножко приподниму область 4000 Гц. И добавим бас. Пускай это будет, допустим, Harmor. Давайте выберем пресет Simple Bass. Ну и какие-нибудь джазовые, фанковые, блюзовые аккорды. Пускай это будет FL Case. Обращение аккордов сделаем и для красоты. Ну, так, что-то отдаленно напоминающее лоу-фай хип-хоп, да? Такой хип-хоповый темп, грязные ударные с большим свингом.
и какие-то джазовые аккордики. То есть я пока не стал заморачиваться, чтобы делать полноценный какой-то прям такой классный бит, потому что цель данного видео не в этом. Цель просто сделать какой-то небольшой примерчик, чтобы продемонстрировать, как же добиться слышимости баса на маленьких колонках. Начнем с того, что причина того, что бас не слышно, в ограничениях частотного диапазона, в котором работают маленькие колонки. И давайте искусственно себе устроим эти ограничения. Так, возьму, пожалуй, встроенный эквалайзер, для того, чтобы использовать только встроенные плагины. Раз уж мы так договорились. Сделаем вот такой пресет от 40 до 17 тысяч Гц. Как раз маленькие колонки, они не воспроизводят самые низкие частоты. Ограничение это может доходить до 40 Гц, до 60 Гц и выше. Если мы говорим про смартфон, то там может быть и до 80, до 100 Гц. То есть все, что ниже 100 Гц, может быть не слышно. Давайте такое ограничение сделаем искусственно. И послушаем, как может звучать наш трек на маленьких колонках. Мы слышим, что целая часть баса пропала. У вашего баса должны быть гармоники вот в этом диапазоне от 100 Гц и выше. То есть даже если это сам бас, он должен иметь какие-то гармоники в этой области частот. Как можно этого добиться? Например, возьмем 3х OSC стандартный. Вот здесь по умолчанию синусоида, и ее не слышно. Теперь давайте перейдем в настройки этого осциллятора. Включим огибающую, но давайте не для громкости, а для питча. Включаем эту огибающую, повышаем амплитуду, убираем все ручки, кроме decay. А decay делаем довольно коротким. И давайте послушаем, какой появился пинок. Если отключить эту огибающую, вот так, а с ней такой как бы кик небольшой появляется. И это делает бас чуть более заметным. Также можно подмешать к нему шум. Так, один из этих осцилляторов сделаем шумовым. И громкость его чуть-чуть подмешаем. Ну, огибающую громкость, пожалуй, тоже можно подключить. И здесь сделать так, чтобы все-таки немного спадал уровень сигнала. Вот. И теперь уже можно добавить ту самую сатурацию, например, с помощью WaveShaper. Вот уже бас становится более заметным, даже учитывая, что у нас срезаны все эти басовые частоты вплоть до 120 Гц. Пожалуй, я немножко уменьшу амплитуду огибающей питча. И еще немножко уменьшу громкость
Хотя куда уже меньше, 1% шума. Тогда я немножко увеличу громкость синусоиды. Вот таким образом получается отличный жирный хрустящий бас из стандартного плагина, самого простейшего. Возвращаем все наши саб-частоты и давайте послушаем, как это все звучит вместе. Отлично. Пожалуй, можно еще сайдчейн сюда сделать. От кика подводим сайдчейн, добавляем лимитер, опять же встроенный. Так, и в режиме компрессора от кика делаем сайдчейн. Бесконечное ratio, threshold пониже. Sustain уберу. Вот как-то так, чтобы кик прорезался сквозь наш бас. На этом все. Встроенными плагинами в FL Studio мы сделали такой простейший лоу-фай бит с басом, который будет слышно даже на маленьких динамиках смартфона или на какой-нибудь бытовой акустике. Если видео было полезным, поставь ему лайк, поделись с друзьями и не забудь подписаться на канал, если все еще не подписан на него. А на этом у меня все. До новых встреч в новых видео. С вами был Денис. Пока.